Для вязания слитков беру вот такие нитки. Акрил 100%. Метраж в 100 граммах 300 метров. Размер слитков будет 23 сантиметра. Но можно вязать и другого размера. В процессе вязания надо мерять. Слитки вяжутся одним прямоугольным полотном, поперечным вязанием. Поэтому легко регулируется размер. Набираю обычным способом 54 петли. 50 петель для узора, плюс 2 петли для симметрии и 2 краевые. Моя плотность вязания в 10 сантиметрах 24 петли. Начинаю вязать слитки с узора резинки. Подготовительный ряд. Краевую петлю снимаю. 2 лицевые петли. 3 изнаночные петли. Повторяю так до конца ряда. Это будет изнаночная сторона работы. В конце ряда 2 лицевые петли. 1 краевая изнаночная. Схема узора и условные обозначения в следующих кадрах. Первый ряд узора резинки. Первую краевую снимаю. 2 изнаночные петли. 3 петли надо перекрестить налево. 1 петлю оставляю перед работой на дополнительной спице. Провязываю 2 лицевые. Затем провязываю лицевой петлей петлю, оставленную на дополнительной спице. Так повторяю на протяжении всего ряда. Раппорт узора 5 петель и 2 ряда. В конце ряда 2 изнаночные петли. Последняя краевая изнаночная. Вязание повернула. Вяжу второй изнаночный ряд. Первую краевую петлю снимаю. Все изнаночные ряды буду вязать по рисунку. Над лицевыми петлями лицевые петли, над изнаночными петлями изнаночные петли. Таким образом вяжу весь изнаночный второй ряд. В конце ряда 2 лицевые петли, которые вяжу для симметрии. Последнюю петлю во втором ряду вяжу изнаночной петлей. Вязание повернула на третий ряд. Этот ряд вяжу как первый ряд. Все лицевые стороны вяжу как первый ряд. Изнаночные ряды вяжу по рисунку. Над лицевой петлей лицевая петля, над изнаночной изнаночная петля.
2 изнаночные петли. Вязание поворачиваю. 4-й ряд изнаночный вяжу как второй. Все лицевые ряды вяжу как 1-й и 3-й ряд. Они одинаковые. Изнаночные ряды вяжу по рисунку. Так я должна провязать 4,5 сантиметров. С моей плотностью это 17 рядов. С подготовительным рядом провязала 17 рядов. Резинка 4,5 сантиметра. Можно вязать ее и меньше. Высота полотна с резинками будет 19 сантиметров. Это 2 высоты слитка плюс ширина подошвы. Ширина полотна – это размер, который вы вяжете. Учитывать надо растяжку полотна. Перехожу вязать платочной вязкой. Мне надо провязать платочной вязкой 10 сантиметров. С моей плотностью это 41 ряд. Первый ряд и все следующие ряды вяжу лицевыми петлями за переднюю стенку. У вас может быть и другое количество рядов. — 41 ряд провязан. Вместе с резинкой получается 14,5 сантиметра. Ширина 22 сантиметра. Закончила вязание лицевым рядом. Последний 42-й изнаночный ряд вяжу как подготовительный ряд перед фигурной резинкой. 2 лицевые петли, 3 петли изнаночные. Так повторяю до конца ряда. В конце ряда, как обычно, 2 петли лицевых для симметрии. С другой стороны полотна начинаю вязать резинку. 4,5 сантиметров, 17 рядов. Вяжу точно так же, как вязала в самом начале. Первый ряд фигурной резинки по схеме. Второй изнаночный ряд по рисунку. Все время повторяю первый и второй ряд.
В 17 изнаночном ряду закрываю петли так. Первую петлю провязываю изнаночной. Одеваю ее на левую спицу, нить перед работой. Провязываю вместе 2 петли, которую одела, и следующую петлю на спице. Так продолжаю закрывать петли, пока не останется одна петля. Теперь с этого прямоугольного полотна буду формировать слитки. Нить обрезаю, оставляю только для сшивания. Приготовила гобеленовую иглу. Вначале сшиваю пятку. Сшивать буду с лицевой стороны, захватывая поочередно не крайнюю петлю кромки, а ту, которая перед ней. Отметила маркером, докуда мне надо будет шить. Это 2 сантиметра надо не дошить до конца. Стягиваю оставшуюся нешитую часть и округляю пятку. Вывожу иглу наизнанку. И хорошо закрепляю стянутые петли. Выворачиваю на лицевую сторону и буду приступать к сшиванию мыска слитков. Приступаю к формированию мыска слитков. Отрезаю длинную нить, поворачиваю полотно лицевой стороной к себе, и там, где платочная вязка, за верхнюю часть кромочной петли иголкой собираю петли. Иглу завожу то с внутренней, то с наружной стороны. Когда на нитку нанизала все кромочные петли, то стягиваю их. Закрываю отверстие и завязываю крепкий узелок. До верхней части слитков по мыску соединяю 2 стороны с лицевой стороны столбиками без накида. Верх слитков обвязываю столбиками без накида. Сначала вяжу над 2 изнаночными петлями 1 столбик без накида. Над 3 перекрученными петлями также 1 столбик без накида. Повторяю так еще 2 раза. Над 2 изнаночными 1 столбик без накида,
над 3 перекрученными 1 столбик без накида. Далее над 2 изнаночными 2 столбика без накида. Над 3 лицевыми петлями перекрученными тоже 2 столбика без накида. Отметила маркером, где буду начинать вязать в конце ряда так, как вязала в начале. Где 3 лицевые перекрученные 1 столбик без накида, где 2 изнаночные 1 столбик без накида. В центре соединительная петля. Воздушная петля для перехода на второй ряд. Второй ряд. Первый столбик без накида пропускаю. Потом каждый столбик предыдущего ряда столбик без накида. Весь ряд вяжу столбиками без накида. В конце второго ряда перед центром мыска также пропускаю столбик без накида. Потом соединительная петля. Третий ряд. Воздушная петля. Первый столбик без накида пропускаю. Далее в каждый столбик предыдущего ряда столбик без накида. В конце ряда пропускаю 1 столбик без накида нижнего ряда и соединительная петля. Последний, 4-й ряд, это рачий шаг. Рачий шаг – это столбики без накида в обратную сторону. По одному столбику с 2 сторон в центре мыска также пропускаю. Заканчиваю обвязку соединительной петлей в первую воздушную петлю ряда. Слитки почти связала. Осталось их украсить. Мини-цветок. Набираю 6 воздушных петель и замыкаю их в кольцо соединительным столбиком. Второй круг. 4 воздушные петли. 3 петли в начале ряда считаются как 1 столбик с накидом. Столбик с накидом в кольцо. Одна воздушная петля. Опять столбик с накидом в кольцо. Повторяю, пока не будет 7 столбиков с накидом. 2 соединительные петли, третью петлю начальных петель и в 4-ю воздушную петлю. Третий круг. 2 воздушные петли. 1 накид. Вытягиваю длинную петлю. Делаю накид еще 3 раза. Всего 4 накида. Потом провязываю эти петли вместе. Одной воздушной петлей закрепляю.
2 воздушные петли, опять шишечка между столбиками с накидом. Должно быть 8 шишечек. Между шишечками 2 воздушные петли. Заканчиваю цветок 2 соединительными петлями. Первая в вершину шишечки, вторая в следующую петлю. Поворачиваю его наизнанку. Изнанка – это будет лицевая сторона. С помощью клеевого пистолета приклеиваю цветок в нужное мне место. Оставлю пока приклеенный цветок на полчаса. Последний этап работы – это в центре цветка пришить пуговичку. Пуговичку пришила. Работа над цветками закончена. Жду вас в следующих видео. До свидания.